Всем привет! Сегодня будут необычные деликатесы, приготовленные в тандыре, которые многие из вас даже не рискнут попробовать. Это говяжье сердце, язык и нашумевшие сейчас в ютубе тестикулы. И между прочим, эти субпродукты являются не только мощными афродизиаками, но еще они фантастически быстро восстанавливают силы после сложного трудового дня. Поэтому вечером после работы мы пригласили семью моей родной сестры попробовать все это добро. А чтобы вам было интересно, внесем элемент игры в наше видео. Они будут отгадывать закрытыми глазами наши блюда с секретом. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как они отреагируют на деликатесы, кринжово или позитивно. Для начала отварим сердце и язык. Они готовятся после закипания воды ровно 2 часа. Мы воду не солили. После этого сердце отставляем, не открывая крышку, и держим в бульоне еще минут 40. Это важный момент, так как благодаря этому оно останется мягким и не покроется плотной жирной корочкой. Именно из-за нее многие не любят готовить говяжье сердце. Далее, удалив жиры и внутренние перепонки, нарезаем на шашлык вареное сердце на средние кусочки. Спросите, почему мы не используем сырое? А дело в том, что шашлык из сырого сердца антикучус мы уже готовили, и было очень вкусно. Кому интересно, ищите ссылку в описании. А теперь про язык. Как только он сварился, окунаем его в холодную воду. После такой шоковой терапии вам не составит труда его легко очистить. Нарезаем язык на кусочки шириной больше сантиметра и погружаем в маринад минимум на 2 часа. Для него мы взяли такие компоненты. 1 чайную ложку сухой горчицы, 1 чайную ложку смеси перцев, чайную ложку сухого чеснока, 1 чайную ложку орегано, чайную ложку копченой соли, 2 чайные ложки копченой паприки, 70 грамм томатной пасты, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку сахара и 125 мл яблочного уксуса. Точно такой же маринад используем и для сердца. А сейчас самое интересное – бычьи яйца. По размеру и упругости они немного отличаются, а после варки, забежим немного вперед, нас вообще поджидал сюрприз. Отвариваем их 5 минут после закипания. А затем опускаем в ледяную воду. Далее делаем разрез мембраны. С легкостью ее удаляем. И тут видим, что цвет наших афродизиаков, это как раз тот сюрприз, о котором мы говорили ранее, отличается. Одни желтые, а другие белые. При этом белые при варке немного вывернулись. Сейчас вспоминаю, что еще в свежем виде они вызвали подозрения, так как были менее упругими. Пишите в комментариях, кто знает, почему они разного цвета. Кстати, от яиц ожидала несносный ядреный запах, но он более-менее нормальный, можно сказать, терпимый. Но все-таки их лучше вымочить под проточной водой 15-20 минут и в маринад добавить лимон, чтобы даже намека не осталось от запаха. Любимую сестру все-таки кормить будем, надо ее уважить изысканным запахом и вкусом. Натираем цедру и выдавливаем сок лимона. Добавляем чайную ложку копченой соли, четверть чайной ложки смеси перцев, чайную ложку сухого чеснока, берем тархун 1 чайную ложку, 2 столовые ложки растительного масла, а еще решили добавить 1 чайную ложку паприки. Мариновать бычьи яйца необходимо как минимум 2 часа. Далее растапливаем тандыр. А потом возвращаемся к субпродуктам.
Что получился более красивый шашлык, необходимо смыть специи с сердца и языка. Затем нанизываем его на шампуры. С тестикул маринад не смываем. Мы будем готовить в фольге, поэтому приправы не подгорят. А еще светлые яйца мы не рискнули готовить, так как в сыром виде они были менее упругими, что нас насторожило. И помните, при варке они вывернулись. Думаем, что для пробы хватит и 2 яйца. Андрей придумал отличное приспособление для размещения шампуров в тандыре. Чтобы не было прямого жара, на дно тандыра помещаем железный круг. И после этого отправляем шашлык в тандыр всего на 5, максимум на 7 минут под крышку. Снимая одновременно 2 ролика, мы немного задержались со временем, и наши шашлыки к досаде немного пережарились. Зато яйца получились что надо. Перед тем, как накормить семью сестры, расскажу о своих впечатлениях. Для меня из всех самый вкусный и самый мягкий оказался шашлык из языка. Вкусно. Сердце получилось неплохо, но в варианте антикучос мне оно больше зашло. А вот яйцо, Давай жуй. Андрей ждал больше всего этого момента, стало полной неожиданностью. Если бы лично не готовила и не видела, что это бычья тестикула, в жизни бы не догадалась, что это. И в принципе это неплохо на вкус. А теперь давайте посмотрим, что скажут гости. Машинного доения. Всем привет. Привет, привет. У них воображение лучше работает, особенно закрытыми глазами. Начнем с молодежи, со Стаси. Да ешь так быстрее. Ну, на что похоже? Так и надо. Это что, это яички? Нет. Язык? На, пробуй второе. Кстати, это зрачок. Пуп, да? Сердечко или пуп? А, это вкусно. Что это, как ты думаешь? Мясо. Сердечко. Сердечко. Так. Вам что вы заесть? Подожди, Лена, на. А Лену видно? Да, видно. Вот. Я сейчас, подожди, я сейчас дам. Ты можешь помидорка заесть. Давай, уже дочили.
Помидорка дает мне этот перец. О, Мягенько. Мгм. Угу. Ну, то ли язык, то ли вымя. Мгм. Вымя у нас не было идеи. Лена с детства имеет просто фантастическое воображение. На трюфеля. Трюфеля похож. А вот с Сережей так повеселиться не получилось. Он угадал все. Это сердце. Язык. Ну это или бычье яйцо. Похоже очень. Ну пропитано кисленьким, да. На печенку не похоже. Наверное, это бычье яйцо. Вау! Да, вот. Было сложно угадать, насколько... А мясоеду было несложно. Мне сложно, потому что, во-первых, я не первый раз такие продукты кушаю. Изготовлено вообще очень вкусно, очень. Обязательно возьму рецепт. Очень понравилось. Ну, с бычьими яйцами это вообще... Я в жизни, я бы не отгадала никогда. Никогда. Класс. Я вот это хочу попробовать. Сердечко тоже все вкусно, очень вкусно. В общем, не бойтесь экспериментировать и баловать себя и своих близких. Кстати, не забывайте про лайки и рекомендации своим знакомым нашего канала. Мы готовы вас дальше удивлять, Вау. пока не разобрали временный тандыр. А в следующий раз по плану баттл. Дети подкинули две идеи – пицца или роллы. Пишите в комментариях слово «пицца» или «роллы», и мы поймем, что для вас снимать. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!